В этом городе самая большая коллекция руин и артефактов, средиземноморский колорит и пляжи с хвойными деревьями. А еще здесь любят знатно пошуметь в тавернах, громко смеяться на улицах, жить на полную катушку и вдыхать воздух полной грудью. Всем привет! Это Ян Буян, и сегодня я постараюсь понять, каково это жить в одном из самых известных городов Европы – Афинах. Веселые или ленивые? Что мы, россияне, знаем о жителях Греции? Как бы вы охарактеризовали греков? Люди-праздник. Легко ли нашим освоиться на греческой земле? Они едят супы только на похоронах. И что сами греки думают о России? Я не могу забыть Суздаль. Что почем в Афинах? Около миллиона, 1 200 000 евро, да? И где местным и туристам можно существенно экономить? А цены здесь выше, чем в магазине или ниже? Гораздо ниже. О греческой кухне, менталитете и столице страны глазами ее жителей. Прямо сейчас. Γράψε μόνο ένα γράμμα που ποτέ δεν θα διαβάσω. Γύρω μας βουίζει πυρκαγιά. Колыбель европейской цивилизации, родина театра и Олимпийских игр. Что там еще большинству россиян известно об Афинах? Если не считать до боли знакомый каждому школьнику Парфенон. Вот он, кстати, на горе возвышается. Афины – один из старейших городов Европы. И сейчас в сердце огромного города скрывается древнегреческий полис. Поэтому у туристов даже не может возникнуть вопроса, куда сходить первым делом. Все дороги к Афинскому Акрополю. Иду к руинам древних храмов и театров, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Неподалеку развеселые таверны и бары, где пируют местные, пока туристы битый час стоят у музея под открытым небом. Небольшой лайфхак для тех, кто не хочет стоять в очереди за билетами, а днем они достигают просто каких-то гигантских размеров. Вот здесь есть QR-код, его можно отсканировать и онлайн купить билеты. И без очереди пройти к Акрополю. Впервые приехать в Афины и не посетить Акрополь, конечно, нельзя. Это самый масштабный комплекс из когда-либо построенных в Греции. Когда оказываешься здесь, конечно, испытываешь совершенно другие ощущения, чем смотришь на Парфенон снизу, потому что, во-первых, перед тобой просто все Афины как на ладони. А во-вторых, когда идешь по этим мраморным ступеням и понимаешь, что им 2000 лет, а ты по ним ходишь. Нереальное ощущение. В главном здании музейного комплекса Парфеноне сохранились барельефы с изображением сцен из мифологии и истории, в том числе Троянской войны. Кстати, многие отсюда пытаются утащить вот такие вот камешки, как часть великого Парфенона, чтобы сохранить у себя в памяти. Но на самом деле работники Акрополиса, этого музея, просто каждую ночь разбрасывают для туристов вот эти вот камни, чтобы туристы могли спокойно увезти их к себе домой, не разламывая настоящий Парфенон. Еще один небольшой лайфхак, которым вы можете воспользоваться, если пойдете сюда, особенно в жаркое время года и в полдень. Обязательно берите с собой воду, потому что здесь ее не продают. Но моя цель – копнуть глубже и рассказать о современном городе. Хотя, вот вам еще немного истории. Свое название город некогда получил в честь богини-покровительницы Афины. Согласно легенде, за право покровительствовать городу соперничали Афина и Посейдон, но жители выбрали богиню. Исторический центр города компактный. Все главные достопримечательности вблизи друг от друга, и до них можно добраться пешком. Главное – остановиться в одном из таких районов, как Плака, Тисио, Кукаки, Макрияни, Синтагма, Монастираки или Колонаки.
Возле греческого парламента каждый час происходит смена караула. И чтобы посмотреть на это действие, собираются толпы людей. Пойдем посмотрим и мы. Но шагать как почетный караул нам не с руки. Давайте разберемся, как тут дело обстоит с общественным транспортом. Афинское метро считают одним из лучших в мире. Пойдемте посмотрим, почему. На станциях есть витрины с археологическими находками. Вот одна из них. Здесь стоят автоматы, давайте попытаемся купить билет. Можно выбрать любой язык, включая русский, что очень удобно. И, конечно, я выбираю его. Так, нам нужен транспортный продукт и по Афинам на 90 минут. И будет стоить это евро 20. Можно выбрать количество, выбрать, что банковская карта, и оплачиваем. Но в чем удобство афинского метро и его преимущество? Можно доехать до аэропорта. Сколько же у нас стоит уехать в аэропорт? 9 евро. Я очень часто летаю и точно знаю, какие вещи делают перелет более комфортным. Например, беспроводные наушники. Оказывается, качественные, надежные, стильные, удобные наушники можно купить за весьма небольшие деньги. Я пользуюсь CG-Pods от тюменской компании Case Guru. У этих наушников много функций и отличный звук. Удобная силиконовая распорка не позволяет наушникам выпасть. 11 команд управления звонками и музыкой. 20 часов без подзарядки. Но самое удивительное, наушники можно мыть под краном. У них есть влагозащита. Модель CG-Pods Lite заряжаются в крохотном антистресс-кейсе, который закрывается с магическим щелчком. Правда же напоминает коробочку для кольца. Кейс из наушников 5.0 брутальнее, из алюминия. Он выдерживает нагрузку в 220 килограммов. Продаются эти наушники только онлайн. Производитель дает год гарантии, а если что, просто обмен на новые без ремонта. Стоимость CG-Pods всего 3500 рублей. Ссылка в магазин и код на скидку 200 рублей традиционно в описании. Предлагаю поговорить о самих греках. В этом мне помогут Тамара, Димитрис и Марина. Интервью с ними чуть позже, а пока кофе. У большинства греков вместо завтрака чашка кофе, причем холодного. Это Фредо, подается в высоком стакане с соломинкой и идеален в летний зной. Какой сладкий. Офигеть. И крепкий. Спокойно пить кофе и никуда не спешить – любимое дело едва ли не каждого грека. Сига-сига – это по сути девиз всей страны. В переводе на русский – медленно, не торопясь. Да и куда спешить, если ты когда-то в древности дал миру все, чем он пользуется по сей день? С Олимпиадой и с театром понятно. Но знаете ли вы, что именно греки изобрели часы и даже автомат для газировки? А после взяли паузу на добрую 1000 лет. Афины, конечно, не самый чистый город, но тут немало красивых мест, прямо как на картинках в рекламных буклетах. В одном из таких живописных парков мне назначила встречу Тамара. Тамара, расскажи, откуда ты и как ты попала в Грецию? Ой, столько раз рассказывала эту историю. В общем, я попытаюсь это сделать быстро. Я с Владивостока. Ну, как вы многие знаете, город не самый теплый и дождливый. Просто поехала в Таиланд, посмотрела, как хорошо жить в теплом климате, открыла интернет и стала искать быстро, куда уехать. А Греция была самой простой страной для иммиграции. То есть ты можешь собрать документы для получения образования. То есть здесь бесплатное образование всем иностранцам до 45 лет. Эта программа вообще меня впечатлила, думаю, это то, что мне надо. У меня будут документы, я смогу путешествовать в Европе, то есть шенгенская виза тебе дается автоматически. А как давно ты приехала сюда? Сейчас 10 лет будет. Мне здесь нравится, я домой не хочу, я там не была уже вот с 2012 года. Очень сложно после Греции куда-то уехать, потому что эта страна тебя затягивает в хорошем и в плохом плане.
Такое теплое, приятное болотце. По поводу болотца не скажу, но климат тут действительно хорош. В Греции 300 дней в году светит солнце. Это живые черепахи? Да, это красноухие черепахи. Лучше палец им не сувать в рот, они укусят. Их кормят засушенными улитками. Если она вырастет побольше, она может съесть и птичку. Ничего себе. Честно, да. Если вот повезет, может быть, встретим сухопутную черепаху, которые самые древние, в принципе, животные в Афинах. Даже в музее музыкальных инструментов можно увидеть ее панцирь. Из него сделан древний инструмент музыкальный, струнный. Много в Афинах живет наших соотечественников? К счастью, для меня очень много. Но я для себя даже их разделила на некоторые категории. Первая категория – девушки, которые приехали в Грецию отдыхать и влюбились в грека и переехали. Вот. Они потом уже тут греческий выучили ради него, это очень большой процент. Вторая категория – это, если я говорю про людей 30-35 лет своего возраста, это дети женщин, которые приехали на заработки в 90-е годы из маленьких бедных городов. Ну а третья категория – это фрилансеры, которым все равно где жить, но их, в принципе, не встретишь, они заняты. Они могут быть в IT заняты. То есть я бы сказала, наверное, официально где-то 10 тысяч русскоязычных живет в Афинах. Не могу не спросить об амурных делах, ведь немало наших девушек стремятся связать себя узами брака с жителями Греции. Вот мне интересно, допустим, какая-нибудь девушка соберется замуж за грека. Что ей ожидать в отношениях? Во-первых, нужно подружиться с его семьей, потому что греки очень близки с своими родителями. Если там будет сестра или мама, которые против брака с иностранкой, то будет очень все печально. Они потому что до позднего возраста живут с родителями. Как и итальянцы, мне кажется, средиземноморские народы все такие. Ну, допустим, Да. в быту. Там, не знаю, в воспитании детей. Если у нас мужчины в основном женщины воспитывают Да. детей, а здесь? Нет, греки, они считаются, наверное, отличными отцами, это один большой плюс. Тамара прочно обосновалась в Афинах и уезжать, похоже, отсюда никуда не собирается. Хотя жилье тут вряд ли можно назвать доступным. Но если сравнивать с ценами в Москве, очень даже ничего. Сколько стоит аренда квартиры в Афинах? Жилье подорожало в последние 3 года, но если ты хочешь найти что-то приличное с ремонтом, пластиковыми окнами в неубитом доме, районе неплохом, ну, от 450 евро можно искать. Да. И сколько это комнат? Может быть, зал и спальня. А зарплаты какие? 850, вот, офисная какая-то должность. Если ты не супер-мега-специалист. Ну, Ростехподдержка, вот такие вот работы, да. Моя новая знакомая предлагает поужинать. Идем в одно из ее любимых кафе. А какие особенности вот национальной кухни? Греческая кухня вообще очень здоровая, в ней все сбалансировано, но просто. Мне кажется, каждый может для себя найти все, что хочет в греческой кухне. Я, конечно, очень привыкла к ней. Отсутствие супов тоже понятно почему, потому что жарко, и ты прям не хочешь горячий суп. Тебе он ты отвыкаешь за несколько лет жизни в Греции. От супов? Да, ты отвыкаешь. Они едят супы только на похоронах и на Пасху. На похоронах? Да. Почему? Вот такой вот похлебка похоронная. Да. Да ладно. Да. Но не будем о грустном. Тем более меня заждался веселый местный житель Димитрис. У него тоже есть свое YouTube-шоу о путешествиях по России. Димитрис, расскажите о себе. Хороший вопрос. Хорошо, меня зовут Димитрис. Я родился на Корфу 34 года назад. Я в настоящее время живу в Афинах постоянно. Моей программой ехал грека. Я актер по профессии. Вот поэтому мы пришли тут в театр. Это один из самых, не знаю, мне любимых театров. Называется «Иродион». Я его люблю, потому что он находится именно на этом месте. То есть не настолько по своей архитектуре, но по своему местоположению. Потому что Это часть Акрополя. это часть комплекта Акрополя, да. И Да. это, получается, же амфитеатр. Амфитеатр, которому уже несколько сотен лет. Да. Он был построен во 2 веке нашей Несколько эры. тысяч лет. Да. Дмитрий закончил Московский театральный вуз. Оттуда и русский язык хорошо знает. Время от времени ездит в Россию играть в спектаклях. Димитрис, вы еще преподаете. Я преподаю в Афинах, да, преподаю актерское мастерство.
А где именно? В театре или где-нибудь в университете? Это у нас институт при при Афинской консерватории. У нас разные драм-школы. В Афинах есть государственная школа, драматическая школа национального театра. Потом есть вот эта наша школа, которая называется при Афинской консерватории. Вот я там преподаю актерское мастерство, преподаю русскую актерскую школу. А почему именно русскую? Почему вот именно такой выбор? Ну, я вообще жил в Москве, потому что я учился в Москве. Я учился в ГИТИСе у Евгения Камиковича и Дмитрия Кримова. Получил эту школу от моих учителей. А как часто вы в Россию ездите? До пандемии я ездил очень часто. То есть я еще играл в театре Вахтангова в спектакле «Царь Эдип» у Римаса Туминаса. Поэтому я приезжал, я ездил, не знаю, наверное, 6 раз в год точно. Если добавить к этому, когда я приезжаю на «Ехал Грека», получается, очень много раз. Благодаря своей тревел-программе Димитрису удалось окунуться в настоящую русскую жизнь. Если честно, я ожидал, что будет чуть больше, но все равно красив, крошечный. Какое самое запоминающееся путешествие по России было? Я не могу забыть Суздаль. Серьезно? Суздаль. Суздаль для меня это уже есть, вот есть окошко Суздаль у меня в душе. Это было одно из самых лучших моих путешествий вообще в жизни. Что касается людей, которых я встретил, места, испытания, вот это ныряние в прорубь, который был у меня в первый раз в жизни. Один раз такое? Один раз. А второй раз попробуете? Да. 20 градусов, ты в трусах, и как будто ты стоишь вот здесь. Не знаю, я говорю, это ощущение Бога, это не просто удовольствие какое-то телесное, это что-то сверхчеловеческое. Кстати, ролик о Суздале есть и на моем канале. Если не видели, обязательно посмотрите. Но вернемся к греческой столице. Яна, вы приехали в такие дни в Афины, и нельзя тебе не показать дом Микиса Теодоракиса, нашего главного греческого композитора, который умер 2 дня назад. Это вот этот дом, это его окно, вот там вот, где статуэтка стоит. В России он известен как человек, который придумал сиртаки. То есть, на самом деле, кто не знает, сиртаки – это танец, это греческий национальный танец. И он придумал не в какие-то там древние времена. Это человек придумал Это для фильма. Для фильма. Ты сказал танцевать. Давай, мальчик мой. Вниз. Вот так. И вот все знают сиртаки, его... Турум, турурурум, Да. турурум. Ну, для нас это небо греческой музыки. Это один из 2 наших главных композиторов всех времен. И вообще я очень люблю рассказывать моим русским друзьям о том, что греческая культура существует и в последние годы. То есть есть одна большая современная греческая культура, которой главнейшую часть занимает человек, который жил в этом доме, Микис Теодоракис. Каждый район города живет в своей эпохе, поэтому прогулки по Афинам похожи на путешествия во времени. Храмы, которым тысячи лет, стоят рядом с рынками и стадионами. Бары и рестораны окружают средневековые турецкие дома. С холмов, заросших оливами, открываются потрясающие виды на Акрополь, город, море и горы. Я хотел тебе показать район Эксархия. Я, кстати, слышала, что это район очень опасный. Да. Но пока я это не наблюдаю. Может быть, здесь ночью как-то появляются демоны? Ночью я тебе могу сказать, что даже тут жизнь идет еще активнее. Это место сбора молодежи афинской. Почему такая слава у Эксархия? Во времена кризиса, когда шли демонстрации, есть тут разные домики, которые заняты анархистами. Эти анархисты на самом деле никого не трогают. Эксархия – это такой район
афинской, как сказать, субкультуры. То есть тут живет в основном исторически наша афинская интеллигенция. Какая у вас любимая достопримечательность в районе? Яна, у меня, ну это очень личная как бы достопримечательность. Она не каждый день, это по субботам, это наш рынок в Эксархе, где на самом деле приходит очень много афинян, чтобы покупать свои нужные овощи, продукты для всей недели. Сегодня суббота, так что заглянуть на любимый рынок нашего героя сам Бог велел. Почему этот рынок такой известный? Во-первых, он в центре Афин, а во-вторых, он тут очень многие годы. И здесь можно встретить любого человека, от, не знаю, вот как я тебе показал, известного театрального режиссера сейчас, до депутата Государственной Думы и просто бабушек, которые просто покупают себе вещи на неделю. А цены здесь выше, чем в магазине или ниже? Гораздо ниже. Гораздо. Гораздо ниже. Сюда можно прийти, не знаю, если у тебя семья, можно взять купюру 50 евро и купить все овощи, которые тебе нужны на всю неделю. Это на сколько человек примерно? 4 человека. 4 человека. Да. А в магазине сколько бы ушло? Ну, более 100. То есть гораздо, в принципе, в 2 раза экономия. Да. Тут, конечно, можно найти любые овощи и фрукты, но такое количество оливок в одном месте я еще не видела. Сколько оливок! Просто оливочный рай. На любой вкус. Смотри, вот эти оливки называются струмбес. Они, у меня личная история с ними, но это не важно. Они сладкие, попробуй. Да, такие я еще не пробовала. Да? Необычный вкус. Да. Это сладкие оливки. Вроде бы оливка, но она такая кисловато-сладкая. Да. Очень вкусная. Это за килограмм, да? 7 евро за килограмм. 7 евро за килограмм, да. Кто любит оливки, прям... Самые известные это вот эти вот. Называются каламон. А почему они известны? Это с конкретного места. Попробуй. Они ничего не скажут тебе. Так можно прийти и поесть оливок на халяву. Какие вкусные. Прям оливище. Настоящая греческая оливка. Поесть на халяву – это не просто фигура речи. Греки то и дело норовят чем-нибудь угостить, не требуя ничего взамен. Снимаю людей, и вот так вот в камере появляется гроздь винограда. Просто грек подарил вот такую огромную просто гроздь винограда. Так приятно. Вот так. Оливками накормили, виноградом угостили. Красота! К слову о красоте. В Афинах есть отличный пляж, причем прямо в черте города. Всего 30 минут на трамвае от центральной площади Синтагма до пригорода столицы, и ты у самого популярного курорта на Афинской ривьере. А там, где море, будут и яхты, и те, кто их продает. Знакомьтесь, Марина. В Афины приехала из Украины. Марина, как вы попали в Грецию? Когда? Когда? В 2014 году. Наверное, по такому воле случаю. Я и искала что-то по своей профессии, которая была связана с языками, с филологией, с преподаванием. И я нашла возможность поучаствовать в гранте, я подала свою работу, и она получила отличные отзывы и выиграла конкурс. Таким образом, я и приехала в Грецию на первые полгода. А чем вы сейчас занимаетесь здесь? Сейчас Также я... продолжаете заниматься филологией? Нет, это осталось хобби. Я яхтинговый брокер, и моя задача организовывать путешествия на яхтах для наших гостей со всего мира. Не только в Греции, по всему также миру, где есть флот, чартерный флот.
Греческая экономика далеко не на пике, но от яхт в стране не отказываются. Конечно, в этом бизнесе, говорит Марина, бывают и взлеты, и падения, но яхтенное дело все же остается прибыльным. Сфера яхт развивается. И есть очень много таких уже статистических данных о том, что покупки яхт выросли. Этот сезон показал, что очень-очень много желающих было забронировать яхту и уже не только на неделю, а на более длительный срок, потому что яхты остаются самым безопасным местом, где можно провести отпуск с семьей, с друзьями. Сколько стоит аренда самой дешевой, допустим, яхты, какой-нибудь парусной, да, и, вот, например, яхты, в которой мы сейчас находимся? Такой самый мой нелюбимый вопрос. Почему? Объясню. Прежде всего, это низкий или высокий сезон. И второй важный, если мы хотим забронировать на завтра или мы бронируем на следующий год. Также меняется цена и зависит цена от того, яхта парусная без команды и сам, вот вы, например, имеете шкиперскую лицензию, вы можете ней управлять, вы знаете как, вы прошли школу, курсы, закончили школу шкиперов и получили лицензию. Вы можете прекрасно справиться. Кстати, женщины сейчас это делают, и они отличные шкипера, как говорят. Да, яхтингом в Греции занимаются многие. Нередко путешествия по морю выбирают и туристы. Идти в море сегодня я не планирую, но не осмотреть эту красавицу не могу. Данная яхта рассчитана на 8 человек. Всегда есть команда, 3 человека. Капитан Джордж, вот мы с ним, надеюсь, познакомимся. Есть матрос, есть шеф-повар, есть стюардесса. Вот, говоря про цену на этой яхте, мы должны знать, что добавятся еще налоги, расходы, то есть где-то 20 тысяч, около 20 тысяч евро в неделю, плюс дополнительные расходы. Это аренда вот этой яхты? Да. Яхта, на которой мы сейчас находимся, 21 метр, 4 каюты. У каждой есть своя ванная комната. Какова стоимость вообще, в принципе, этой яхты? Вот хочу купить. Мы это обсудим. Ну, вот так, серьезно, вот сколько стоит такая яхта? Ну, я думаю, что около миллиона, 1 200 000. Евро, да? Угу. Даже не долларов, а евро. Ну, будем копить. Будем копить. То, что Марина навсегда влюбилась в Афины, понятно сразу. Но как насчет жителей города? Марина, как бы вы охарактеризовали греков вот какими-то такими вот Люди-праздник. словами? Люди-праздник? Люди-праздник. Они всегда мне добавляют оптимизма. У меня есть друзья, я не могу сказать, что их очень много, но вот кто мой друг, друзья семьи, коллеги, это люди-праздник. Вот они настолько оптимистичны. Ну а как же сига-сига, они же спокойные в основном, вот греки-то. Это не мешает им праздновать и чувствовать, что жизнь прекрасна, поэтому они не торопятся жить. Для меня до сих пор это не совсем легко принять, когда и в 40 лет можно еще наслаждаться жизнью как студент и отдыхать с друзьями, не задумываться о семье. Они себя чувствуют комфортно, у них нет вот этого вот быстрого темпа, что вот у меня уже тут часы. Бежать, да. И что-то нужно успеть. Они не задумываются, им так хорошо, как они живут, и комфортно. Они другие в этом плане, они отличаются от нас. Но тем не менее, мне очень интересно наблюдать и, может, даже учиться вот этому спокойному ритму, улавливать вот красоту, которая вокруг тебя каждый день. Итак, подведем итог. Что мне удалось узнать о жителях Афин, да и остальной Греции? Это очень оптимистичный и свободолюбивый народ. Несмотря на свою сига-сига, довольно трудолюбивый. Но пунктуальными греков вряд ли назовешь. Говорят, приходить вовремя здесь принято разве что на прием к зубному врачу. Да и сама греческая столица, так же как и ее веселые жители, как будто никуда и не торопится. Вот и я, пожалуй, поддамся этому приятному, обволакивающему спокойствию. Афины – белокаменные джунгли, многогранный город вне времени и пространства, родина демократии, философии, театра и Олимпийских игр. Место, где древние сооружения соседствуют с современными стекляшками, но закоренелых проблем тут тоже хватает. Впрочем, побывать в Афинах хотя бы раз точно стоит, особенно сейчас,
когда открытых европейских направлений для нас раз-два и обчелся. Это был канал Нямбуям. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Но будьте осторожны, со мной вы станете скучать по местам, в которых еще не бывали. Пока-пока! Thank you.